Всем привет! С вами я, Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. И сегодня у нас небольшое пособие о том, как делать не надо, а также рассказ о конкретной истории одного не очень везучего скутера. А может и везучего, кто его знает. Ирония судьбы такова, что это вторая 650-ка в моей истории, на которой я менял двигатель. И если не ошибаюсь, это было в 2013 году. Этим скутером владел белорус, который купил его в Беларуси и пригнал его в Москву. У него были проблемы с системой охлаждения, был очень сильно гнилой радиатор, и пока он доехал до Москвы, он очень конкретно этот двигатель вскипятил. Там была история, что он приехал к моим коллегам, коллеги пытались тогда кооперироваться, что-то друг с другом не поделили, в общем, туда я погружаться не буду. В конечном итоге они не договорились, кто этот мопед будет делать, и его привезли ко мне. А у меня как раз тогда была первая 650-ка в разборе, с которой у меня лежал отличный, хороший двигатель. Эта 650-ка очень сильно дымила, жрала масло, и она была довольно сильно заколхоженная. Прям тут до сих пор остались приваренные кронштейны под дуги от учебки. У нее были там разные хромульки, финтифлюшки, антенны. В общем, все то, что я терпеть не могу. Это прям, на мой взгляд, дико испорченный мопед. И таким заколхоженным он был уже тогда. Я заменил на нем двигатель, потом, по-моему, чуть позже, а может и сразу, мы заменили на нем радиатор. Заодно с двигателем мы посмотрели варик. В общем, все с ним было тогда хорошо. Владелец на нем какое-то время, очевидно, покатался и продал его девушке, которая на нем ездит сейчас. Девушка привозила мне, если не ошибаюсь, в мае снятый вариатор. Мы сделали ему профилактику, она его забрала. И, в общем, скутер где-то делали. Из сказанного мне, на нем вроде как в прошлом году, перед прошлым сезоном, пытались перебирать двигатель с расточкой. Я так смотрю, по герметику его еще и половинили зачем-то. В общем, после переборки двигателя он начал жрать бензин в совершенно невменяемых количествах. По какой причине? Она пыталась разобраться весь прошлый сезон, и, я так понял, так и не разобралась. Решила влезть в вариатор, проверить, все ли там нормально. Мы махнули подшипники, первичный вал там был не очень. В общем, привели в порядок вариатор, и ни к чему это не привело. Ничего не поменялось. Насколько я уже знаю, уже в этом году в сервисе он простоял в каком-то, я не знаю в каком, 3 месяца. Это вот в таком виде его привезли, как она сказала, экзоскелет. То есть пластик она, возможно, разбирала сама, не знаю. Последняя манипуляция, которую здесь делали со слов, это меняли цепь ГРМ. Потом еще со слов, опять же, не раз лазили, перепроверяли фазы. В конечном итоге всех этих манипуляций скутер работает, мягко говоря, хреново. Его ко мне привезли, и я начал удивляться. Даже я начал удивляться. Во-первых, я обратил внимание на то, что у него как будто бы нет задних колодок, потому что сначала заглянул с левой стороны скутера. То есть его, очевидно, на скорую руку собирали перед тем, как отдать клиентке, которая решила его забрать, потому что сервис не смог найти причину всех проблем. Тормозной диск установили как бы между суппортом и металлом одной колодки, а фрикционные накладки 2 колодок состыковали друг с другом. Таким образом испортили и тормозной диск, ну хотя там уже нечего портить, он уже укатан просто вдрызг. И, в общем-то, скорее всего, испортили суппорт. Естественно, ни о какой правильной установке резинок там даже не думали. Резинка, которая на направляющей, про которую я уже 10 лет всем твержу, стоит не той стороной. Железка, в которую должны упираться колодки, давно потеряна. Там даже об этом никто не думал. Я думаю, там это было никому не надо. Это все просто кое-как собрали и просто насыпали на весы и отдали. Ну, я не знаю уж, кто конкретно и как, но вот я вижу то, что я вижу. Сайлентблоки у него мертвые, кто-то уже наколхозил массу с аккумулятора на раму. Если что, у Suzuki на раме массы не должно быть вообще. И допы к раме не подключаются. Масса разведена по проводке, и она есть на двигателе. На раме массы у Suzuki никогда нет. Практически вот из мотоциклов, с которыми я сталкивался, ни у каких. И как бы просто зачем это сделано, я не знаю.
могу лишь догадываться. Тут как бы хватает всякого разного колхоза. Из интересности здесь не той стороной стоит фильтр вариатора. Вот кому приходит в голову ставить фильтр вариатора решеткой наружу, мне непонятно. Но я такое вижу довольно часто. Логично же, что решетка сделана для того, чтобы фильтр не всосало внутрь. Потому что поток воздуха идет туда, в вариатор, не обратно. Но, к сожалению, снова и снова люди допускают эту ошибку. Ну что, думаю, введение получилось длинноватое. Давайте попробуем его запустить, а дальше мы начнем его ремонт. Итак, изначально у скутера был страшный звук, который исходил от моторчика вариатора. С заменой моторчика он прошел. К сожалению, прямо страшный, мне его с родным моторчиком воспроизвести сейчас не удается. Он, видимо, то есть, то нет. Но звук прям характерный к моторчику, тем более механика вариатора у нас проверена. Но куда менее интересно то, что он очень сильно дымит черным дымом. Я могу сейчас вот прям сделать таким вот образом. Заведу его. Поставлю руку. Вот, обратите внимание, у меня довольно чистая рука. Поставлю руку к выхлопу и газану. И рука моя выглядит вот таким вот образом. Я думаю, нетрудно догадаться, что двигатель очень сильно на богатой смеси работает. Естественно, потребляет довольно много топлива. Из плюсов на богатой смеси поршневой ничего не будет. Опасна именно бедная смесь. Вот. Но надо выяснить, почему он так себя ведет. Может быть, это действительно фаза ГРМ, а может что-то еще. Есть проблема, которая меня напрягает больше всего. Это то, что проблема появилась вот с этим расходом топлива именно после того, как первый раз перебрали двигатель. И очень часто подобные вещи вылезают из-за механических косяков. Но обычно это плохая тяга или наоборот это выглядит как бедная смесь. Богатая все-таки, я надеюсь, что причина где-то в системе управления. Дросселя, форсунки, ДПТЗ и так далее. Что-нибудь в этом духе. Попробуем провести какую-то проверку или ряд проверок. Я попытаюсь его, так сказать, отремонтировать, а дальше мы решим, что уже делать со всей мелочевкой. Вот. У меня уже есть задумки по диагностике ДПДЗ, надо будет заглянуть в свечи, а если там все нормально, я все-таки гляну фазы сам, потому что я понятия не имею, что там могли насобирать и где могли ошибиться. Вот. И, наверное, после этого, если совсем ничего не поможет, я попробую подкинуть дросселя, потому что тут уже кто-то крутил, вертел винты качества. То есть, здесь уже побывало довольно-таки много рук. И это самое плохое, это самое страшное, потому что больше всего самого ценного ресурса, которым является время, ты тратишь потому, что тебе приходится абсолютно все шаги, которые делали предыдущие механики, перепроверять. Поэтому, собственно, займемся этим. Итак, друзья, вот и новый день. И на самом деле скутер этот я починил. По крайней мере, починил основную проблему, с которой 3 месяца пытался бороться какой-то другой сервис, который не специализируется на Бургманах. Понятия не имею какой. Это уже не важно, поскольку сейчас этот скутер в правильных руках. Как я считаю, максимально возможно правильных. Потому что все-таки правильно отдавать технику тем, кто на ней специализируется. Проблема оказалась совершенно банальная в регулировке положения датчика дроссельных заслонок. Дело все в том, что мне бросилось в глаза то, что он сдвинут в край регулировки. И я подумал, что это довольно странно. Обычно положение все-таки где-то ближе к серединке. И я решил проверить.
И мое предположение, кажется, подтвердилось. Очень может быть, что его регулировали в неправильном положении дросселей, потому что там есть крутилочка, которой подкручиваются холостые, и, по-моему, вполне очевидно, что ее надо открутить полностью, чтобы дросселя полностью закрылись и выставлять в этом положении. Вот. А потом, в принципе, выясняется, что она даже и не особо-то нужна, чтобы там все работало. Может быть такое, что мозг думал, что дроссель полностью закрыт в положении, когда он приоткрыт, и, соответственно, лил просто больше топлива, наверное. Либо же второй вариант, болт был не очень хорошо затянут, и когда перебирали мотор, как-то сдвинули датчик. Может быть, его действительно кто-то додумался открутить, когда разбирал мотор, или что-то в этом духе. Я лично такие вещи, которые регулируются без необходимости, никогда не откручиваю. Отсоединил разъем, датчик остался на дросселях, и никогда в жизни нет проблем. Естественно, ошибка не загоралась по той простой причине, что датчик абсолютно исправен. По сопротивлениям все полностью в допусках. Короче, 10 минут у меня ушло с этим мопедом наедине на то, чтобы его отремонтировать. Я просто посмотрел, открыл мануал, посмотрел опорные напряжения, прозвонил сам датчик и, собственно, выставил его вместо 1,1 опорного напряжения при полностью закрытом дросселе. Там было 0,7. Я сдвинул его примерно на половину хода. И мопед сразу поехал просто бомбически. И черный дым практически полностью пропал. Его есть только совсем чуть-чуть, если совсем в отсечку крутить. Но для старичков с старым совсем впрыском и с раздельными мозгами это совершенно нормально. И возраст, и пробег, и в принципе некая несовершенность этой системы впрыска по сравнению с более новыми вариантами, они дают о себе знать. Потому что в принципе я думаю, что те, кто ездил на старых скутерах до 2005 года и ездил на более новых, прекрасно знают, что после 2005 года мотор работает совершенно по-другому. И именно из-за программных каких-то изменений. Он работает намного мягче и приятнее. Вот. Потому что даже если на старый мопед ставишь более свежий двигатель без всяких дизельных шумов, то это все равно не делает его новым мопедом, потому что он все равно работает более жестко. Да, он хорошо едет, он работает долго, беспроблемно, но все равно разница, она есть, и она очень существенная. К сожалению, не все знают об этом, не все придают этому значение, что ли. Короче говоря, хорошо то, что хорошо заканчивается. К сожалению, было обращено внимание на состояние скутера в целом. Меня конкретно в первую очередь привлекло его заднее колесо. Со слов, там стояли свежие подшипники, но оно продолжало болтаться. Я решил проверить, что там и как. Абсолютно убитый тормозной диск и неправильно стоящий суппорт, который, в общем-то, корпусом суппорта терся об тормозной диск. Это, честно говоря, полная жесть какая-то. Я вообще не знаю, насколько надо ненавидеть мопед, чтобы его так собрать. Но это ладно. Я второй раз в жизни, кстати, вижу такую сборку. И один суппорт нового образца я восстанавливал. Но там сильно было упилено. Я наваривал вот эти вот ушки и фрезеровал. У меня тогда еще фрезер свой был. Вот. И, кстати, успешно получилось. Все нормально. В общем, было принято решение провести такое полноценное ТО заднего колеса, как я его называю. С суппортом здесь у нас, конечно, полный мрак. Вот это родной корпус. Я его помыл. Здесь на видео, конечно, будет не видно, но там очень большая выработка. Вот в этом отверстии под направляющую, а также вот эта вот беда с тем, что диск терся об суппорт. Покататься тут особо не успели, поэтому вот это не критично. Можно это чуть-чуть подшлифовать и будет работать. А вот это ухо надо наваривать по классике. Этот корпус я потом буду ремонтировать. Вот у нас, собственно, как обычно, наглядно износ колодок. Прям по жести, все по-взрослому. Также и вторая, естественно, там уже давно металл. Поршни тут покоцанные, все покоцанное. А еще интересно, помните, я рассказывал про железочку, которая вот тут на скобе должна стоять. Вот так вот она выглядит. К сожалению, вот эта железочка у нас в сервисе последняя, я не могу ее поставить, потому что не теряю надежды наладить их изготовление. Продается она только в сборе со скобой. А теперь смотрите сюда, вот этой железочки не было.
Смотрите, какие последствия. А вот как должно быть. То есть колодки упирались прямо в алюминий и продавливали в нем ямы. Естественно, я думаю, не надо объяснять, что колодки будут очень сильно подклинивать, и все это дело нормально работать просто не может. Это невозможно. Ну, конечно, когда ставят колодки вот так вот железкой к диску, это совсем стрём. Хорошо, что он никуда не поехал своим ходом. В конечном итоге я хотел просто взять ремонтный корпус и собрать из этих запчастей другой суппорт, но учитывая, что тут не скобы, поршни покоцаны, внутри не комплект, здесь уже был выкинут ручник. По итогу, когда я открутил вот эти два болта, у меня оттуда потекла тормозуха, там за счет прокладки герметичность обеспечивалась. Нормальные такие тормоза. Тормозами не назовешь. В конечном итоге здесь один сплошной мусор. Эти направляйки убитые, все убитое, все болтается. Я решил просто взять бэушный суппорт. Вот, нормальный, живой. Нашел еще более-менее. Здесь вот выработки какой-то особой нету, критичной. Установлю сюда нашу тюненную направляйку. Так вот она тут у нас без люфта практически входит, не увеличен чуть-чуть диаметр, и это продлит жизнь всему этому делу. Возьмем вот эти направляйки титановые для колодок, потому что тут тоже, если присмотреться, потому что на родных тоже, если мы присмотримся, видно яму. В общем, короче, не вариант, не будет это работать. Вот, соберем нормальный хороший суппорт. Поставим новый неоригинальный тормозной диск. Естественно, будем ставить мы это, когда найдем живое колесо, потому что с колесом у нас тут тоже беда бедовая. Тут все болтается, просто люто болтаются подшипники. Вот, тормозному диску хана очень давно. Он тут, наверное, раза в 2 тоньше допуска. Вот такая вот ситуевина. Я уже переставил на нем в правильное положение фильтр вариатора и, наверное, еще переставлю патрубок вентиляции картерных газов, потому что он там неправильно проложен. Вообще очень частые ошибки дилетантов, кто перебирает эти моторы, это неправильное проложение патрубка вентиляции картерных газов толстого, а также забывают воткнуть патрубок вентиляции картерных газов тонкий. Когда не воткнут тонкий патрубок, я прям по звуку определяю, когда люди приезжают. То есть было несколько скутеров, где я прям уже по тональности знаю, что там кто-то косякнул. То есть прям куда-нибудь лезешь, что-нибудь разбираешь, раз вставил его на место, и человек такой: нифига себе, у меня прям скутер заработал по-другому. Вот, то есть вроде людям даже об этом говоришь, но они удивляются, насколько это заметно. К сожалению, если этого не знать, то этого, в принципе, и не поймешь. То есть тут особо никак не определишь. Раз уж я начал сегодня рассказывать про скутер, который доехал до нас в очень плачевном состоянии, весь разобранный, и я его быстро починил, я еще упомяну вот этот 41-й кузов 400-ку, потому что с ним похожая история. Ребята привезли его вчера, причем приехали без предупреждения. Очень повезло им, что мы были на месте. И вы знаете, тут вообще жалобы такие интересные. Скутер 2 года стоял без пластика, его разобрали для покраски и 2 года не трогали. Потом начали заводить перед сборкой, пластик типа покрасили, и он как бы заводится, работает пару секунд и сразу глохнет. Я вчера так мельком глянул, потому что был занят сборкой вариатора на 650-ке, где-то там стоит. Тоже я уже даже не рассказываю об этом, потому что считаю, что об этом уже много сказано. Если каждое видео будет про сборку вариатора на 650-ке, это будет неинтересно. А так-то, если что, я их собираю регулярно, как минимум 2-3 штуки в неделю. Короче говоря, у меня сразу возникли вопросы к тому, как здесь собран мотор. Он здесь явно свеже собран, весь абсолютно чистый и весь на герметике, включая и клапанную крышку, и прокладку правой крышки, и высоковольтный провод здесь какой-то колхозный, автомобильный. В общем, тут много очень колхоза. Мне прям это все очень не понравилось. Но вчера я вникать в это не стал, мне было не до этого. А сегодня я немножко вник, буквально скатил с подъемника 650-ку, закатил этот, обошел вокруг, так вдумчиво посмотрел. И вы знаете, мне бросился в глаза один интересный розовый проводочек, который почему-то подключен
к очень странному месту. Вернее, не подключен, а просто намотан на замок сиденья. У 41-го кузова замок сиденья как бы двойной, и вот прям к переднему замку примотан провод, идет прямо поверх через весь мопед, и почему-то примотан к минусу, который должен идти на клемму аккумулятора. Как бы очень странное решение, при том, что у Suzuki в принципе ни на одном мотоцикле, насколько я знаю, масса не выведена на раму, то есть это не предусмотрено. Минус разведен по проводке. И вот этот вот провод, который запитали на раму, где нормальной массы нет, он должен прям приходить на аккумулятор. По итогу получалось, что каким-то чудом какая-то хреновая ненадежная масса там, видимо, была, он включался, заводился, но когда начинал работать, через пару секунд ему просто не хватало напряжения. Я восстановил этот провод, прям обмотал его вокруг толстого плюса, сделал прям хорошую такую бодрую скрутку и пропаял ее. Прям замотал это изолентой. И это как бы, конечно, не очень может быть правильно, потому что я все знаю про пайку там в мото и автотеме, вибрации, все дела. Ну, поверьте, это будет работать. Я так часто делаю. Если прям это мощная скрутка в основе, это еще ближайшие лет 20 проживет. Вот. Но мопеды обычно не живут столько. По итогу все сразу же запустилось и заработало, конечно, не считая патрубка карбюратора рваного, то есть все равно работает он не идеально, но он, по крайней мере, не глохнет, он даже более-менее держит обороты, пытается, по крайней мере, то есть он развивает обороты и все остальное, то есть здесь поменять патрубок, поменять вот этот вот колхозный свечной провод, я бы его, честно говоря, засунул поглубже тому, кто его сюда поставил, вообще просто вот руки отрывать, я считаю, за такое надо, просто вот жестко карать, потому что это, ну, уму непостижимо лично в моем понимании, там все болтается, нигде нормальных контактов нет, плюс сопротивление у этого провода тоже неправильное. Короче, я не понимаю просто, чего хотят люди, которые пытаются это делать. Вот. Наверняка здесь будут проблемы с мотором после такой сборки на герметике, причем там под правой крышкой есть прокладка, потому что без прокладки там вообще стартер заклинит, но она с двух сторон промазана герметиком. Как бы повезет, если никакой масляный канал не забит. В общем, такой вот аппарат старенький, вот, даже как-то удивительно, но я уже думал, они все повымирали, а тут у нас их одновременно 2 в ремзоне. Очень удивительный процесс, вообще просто неожиданный для меня. Ну, я отписался человеку, что готово, все отремонтировано. Вот. Взял за диагностику 3000 рублей. Вот, кстати, про цены, да. Вроде бы я занимался 10-20 минут, но я считаю, что вообще стоило взять 10 за это, потому что это даже не цена за диагностику, это моральный ущерб. Потому что за то, что я на это посмотрел, я считаю, мне уже человек должен. Это просто, ну... Мне просто такие вещи в кошмарах потом будут сниться, и я потом буду психологам деньги платить, возможно. Мне просто противно видеть, что кто-то посмел так портить технику. То есть я очень плохо к этому отношусь. Я считаю, что вот техника в оригинале – это единственный правильный эталон, который должен быть. И если у тебя руки чешутся колхозить, то почеши их об какое-нибудь другое место себе. А еще к нам приехал один очень интересный мотоцикл, на который будет отдельный обзор. И я, честно говоря, не знаю, как он называется, потому что я не могу этого определить. Это вроде бы BMW. Ну вот, сейчас будет пара кадров, где вы можете его лицезреть. И его привезли к нам с просьбой собрать, чтобы на нем как-то можно было ездить. Честно скажу, я взялся за него только ради видео. А с вами был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. По ссылочке в описании или в закрепленном комментарии вы можете подписаться на мой аккаунт на Бусти и смотреть некоторый эксклюзивный контент, который никогда не попадет на YouTube. В любом случае, вы очень сильно меня поддержите, если поставите лайк под этим видео, напишите обязательно комментарий более 3 слов и нажмете на колокольчик, чтобы первому узнавать о новом интересном контенте. Всем пока!